Всем привет, с вами Дэн, и у нас тут сегодня новиночка от Морприборы, и я вам сразу все версии покажу. Ну, давайте вот тут, значит, у меня две коробочки, да, деревянные такие, и давайте по порядку все рассматривать. Ну, начнем вот, например, вот с этой, да, здесь вот такой чехольчик классный с морскими узлами вообще. Ну, Морприбор всегда, это, знаете, про богатую комплектацию, обычно там... много всего интересного в комплекте. Вот как здесь, например. Да? Открываем аккуратненько. И вот тут уже сразу открыточки, что-то на память. Да, модель, кстати, называется Морприбор Экспедиция Ипрон. И эти часы меньше, чем предыдущие. Мы сейчас обязательно поговорим про размеры. Вот здесь памятные такие, да, открытки, что прикольно. Исторически всегда есть что даже поставить, может быть, куда-нибудь на стол в красивое место. Так, здесь описание, что такое Ипрон, да, это экспедиция подводных работ особого назначения. И, опять же, полезно, да, когда часы, если посвящены истории, то про эту историю еще и говорится, еще и показывается. По-моему, здорово. Ну и вот здесь, кстати говоря, самая богатая комплектация, как я уже сказал. И там даже заявлено, что при покупке, собственно, с официального сайта еще в подарок идет такой вот летний нубуковый ремешок. А в обычной комплектации там идет базовый кожаный и плюс еще каучуковый. Ну, 3 ремня, как говорится, приятно. И плюс есть еще промокод GITAD 5%, опять же, при покупке с официального сайта. Я ссылку оставлю в описании к ролику и промокод сам тоже оставлю, чтобы вам было удобно. Так, короче... 2 ремешка, как мы видим, уже круто. Главное, конечно же, часы. Про них чуть попозже поговорим. И плюс у нас здесь уже знакомый многим водолазик. Такой брелок можно использовать. Бронзовый, прикольно. И шпилечки в комплекте. Приятно, согласитесь, да? Много всего интересного. И все это аккуратненько разложено в такой красивой коробочке. Ну, давайте сразу посмотрим уже и вторую коробку. Здесь у нас тоже чехольчик. Давайте его сразу в сторону. И смотрим тоже открытки здесь. Это в каждом, естественно. Да, вот инструкция. Инструкция обязательно. И здесь другой цвет совершенно, что по ремешку, что по часам. И это опять же прикольно, потому что разные оттенки циферблата, разные дополнительные ремешки. Вот это здорово, это прям такой маленький, очень приятный нюанс. Короче, вот 2 версии я вам уже показал, сейчас покажу все остальные, и потом будем детально говорить уже про часы. Но сначала давайте все-таки завершим по характеристикам и по ремешкам, а дальше уже смотрим на все вариации и говорим про часы. Значит, здесь Морприбор Экспедиция Ипрон, это версия 40 мм, бронза, задняя крышка сталь, где у нас водолаз как раз, гравировочка, основные характеристики и серийный номер модели, потому что каждая из этих моделей, лимитка, об этом чуть позже. Значит, безель на 120 кликов, безель полностью бронзовый, такой четкий, уверенный, мощный безель. Достаточно гладкий на самом деле, то есть в повседневной носке мешаться где-то, цепляться не будет, но если брать вот на 6 и на 12, то им удобно пользоваться. Если брать с боковой части, то за счет того, что он немножко прям вплотную к корпусу, да, он не выступает, что как раз таки на повседневной носке сказывается положительно, но здесь вот пользоваться не очень удобно. Вот здесь прям шикарно. Значит, безель 120 щелчков, сапфировое стекло плоское с внутренним антибликовым покрытием. Внутри стоит Miyota 8215. Есть у часов дата, причем, как видите, у разных моделей она либо на отметке 3 часа, либо между отметкой 4 и 5 часов. Как раз таки, вот что вам нравится, то вы, собственно, сможете и выбрать. Суперлюминова на метках и стрелках. И опять же 2 вида циферблата. Либо циферблат, где у нас такие печатные, да, метки подкрытые полностью суперлюминовые, либо у нас идет циферблат сэндвич. Что касается цены, то 44 900 рублей на официальном сайте. Ну и, как я уже говорил, скидосик 5% от меня лично. И 200 метров водозащиты, так что здесь все очень даже сурово, прилично. Плюс, смотрите, какая бакля, советский стиль. Тоже, между прочим, бронзовая. Ну и по ремешку, значит, у каждых часов в комплекте идет каучук, плотный, пухленький, мы его уже знаем по Морприбору, да, который первый вышел. И
Это классный ремешок именно для повседневной носки, очень удобный, мягкий, лето, либо для погружений. И вот то, что мне прям понравилось, ну, во-первых, кстати, смотрите, на каждых ремешках тут еще у нас такой прострочка в виде якоря, ну, здесь, может быть, получше видно, потому что на светлом, прикольно, маленький такой интересный нюанс, и вот, пожалуйста, собственно, да, нубуковый ремешок. И по-другому, да, уже по-другому совершенно воспринимается, например, вот этот яркий бирюзовый циферблат, да, уже более сдержанно, уже более повседневно. А так это прям такой праздник, да, ну, прям на день военно-морского флота, что называется. А здесь все сдержано, ну, в принципе, черные часы и матовый черный ремешок, и я думаю, что вот этот ремешок даже мне нравится больше, потому что матовый более сдержанный, шикарно. Вот, а в базе идет такой более яркий, более блестящий, больше в тон циферблата. Вот этот такой серо-черный. Ну, классно. Слушайте, в комплект шикардос. Это прям, конечно же, плюс. И финально по всяким характеристикам, размерам, конечно же, давайте пройдемся. 40 миллиметров, ровно 40. По высоте 13,8. Что касается ремешочка, здесь 22, так что любые сторонние можно будет ставить. Хотя зачем нужны сторонние, если здесь 3 ремешка в базе? От ушка до ушка 48,8. Ну, понятное дело, что эти часы уже не такие большие. Вот смотрите, для сравнения, морприбор Эпрон 45 миллиметров, да? И, ну, тут размер это, да? Тут размер, тут по безелю 45. Ну, здесь, ну, смотрите, да? А? Совершенно по-разному воспринимается. Вот 40, моего запястья 18,5. А вот вам 45. А? Ну, прям по-другому. Вот вам 40. Кстати, с этим ремешком прикольно. А вот вам 45. Да. В общем, это вот к вопросу размеров. Поэтому кому что больше нравится, кому что больше заходит, у кого какая лапа и у кого какой стиль, конечно же, у всех разный. И вот они, 6 видов, 6 цветов. Причем, как вы видите, часы отличаются не только расцветкой, но и тем, что, например, у 4 моделей сэндвич, у 2 моделей такой накладной сосидж, да, как Panerai называют такой тип циферблата. И здесь еще и разная лимитированность. То есть, если у нас черная это 100 штук, фиолетовые и голубые всего по 25 штук, а остальные вот эти 3 по 50 штук. Так что лимитка такая разная. Ну, с черной это, как правило, самые базовые, самые обычно популярные часы, поэтому лимитированность понятна. Но вот эти два прям супер редкие, представляете, всего 25 штук. Ну, давайте посмотрим их по порядку и поговорим, собственно, про сами часы, про сам их дизайн. Как видите, полностью корпус бронзовый, и безель, и основная часть корпуса, и заводная головка, и бакля. А вот задняя крышка, она, кстати, выпуклая такая. Это хорошо, она будет меньше касаться запястья. По большому счету, здесь запястье будет касаться вот эти кончики ушек, нижняя часть, и задняя крышка, которая стальная. Поэтому в этом плане это плюс, потому что, ну, как ни крути, все равно бронза может немножечко оставлять следы, и по-разному к этому все относятся. Ну да, бронзовые часы все-таки больше для осени, где-то как раз у нас осень начинается. Кстати, красиво здесь сделано. И поэтому летом, да, летом бронза больше оставляет следов. Опять же, это зависит от вашей руки, от вашего пота, там, да, и все такое. У всех по-разному. Кому-то нравится, кому-то не очень. Но попробовать бронзу, конечно же, хотя бы когда-то нужно, потому что это абсолютно по-душевному. Часы выглядят, особенно когда немножко начинают покрываться патиной. Ну, здесь полностью матовый корпус. В принципе, это правильно, потому что бронза в любом случае достаточно быстро покрывается патиной, и без разницы, полировка здесь или матовый. Лучше, когда матовый, на мой взгляд. В принципе, даже в домашних условиях можно очистить, вернуть первозданный вид, если вам больше нравится, когда вот такой вот новенький, блестящий. С боковой части здесь Эпрон, гравировочка, да, ушки просверленные, так что, ну, тут нет системы быстрой замены по ремешкам, но с просверленными ушками будет это не так трудно делать. Градиентный циферблат идет на синем и на зеленом, да. Кстати, в тон, да, в тон у нас, в тон окошко даты. Отлично. Здесь уже не градиент, здесь просто такой матовый.
Кстати, коричневый интересный оттенок, симпатично, с вот этим люмом хорошо сочетается. Классический для морприбора уже яркая такая красная стрелка секундная. Ну и что касается вот этих двух версий, то здесь у нас треугольнички такие, напоминающие немножко Этерну. Здесь, кстати, белая подложка, здесь вот, по-моему, черная, да? А в остальных она идет в цвет. Здесь вот тоже черная у отметки 3 часа. Ну, дата, кому где больше нравится. Лично мне больше, конечно, нравится вариант сэндвич и где дата у отметки 3 часа, потому что, ну, так более гармонично, на мой взгляд, но, опять же, у всех свое собственное мнение. Давайте посмотрим на запястье. Вот черный прям шикарно, да, и очень аккуратно именно на моем запястье. Приятно часы лежат, они не такие высокие, но это дайвер, опять же, 200 метров, так что ему и положено быть ни плоским, ни маленьким. Классно смотрится, вот это сочетание прям шикарное. Конечно, все по-разному воспринимаются, особенно с таким ярким ремешком, но когда лето, солнце, жара, чё бы и нет, чё бы и бронзу не попробовать, да? Прикольно. Как всегда, у морприбора много, да, выбора. Кстати, коричневый прям шикарно. Вот такой осенний вариант. Что-нибудь уже под кожу, под куртку. А? Кстати, классно. Я бы еще попробовал здесь какой-нибудь такой потемнее ремешок, чтобы они еще более, может быть, брутальными были. Ну, зеленый — это классика, тем более зеленый здесь градиент, и зеленый с бронзой — это всегда, как вы понимаете, вариант абсолютно беспроигрышный. И по весу у нас меньше, чем 109 грамм. Это вполне себе удобно. Красивые стрелки здесь. Здесь все в тон, все в цвет. Это мне нравится. Аккуратно сделано. На безеле такая прям насечка, как и на заводной головке. Так что браться удобно будет. И приятненькая такая задняя крышка. Ну что ж, классика от морприбор. Немножко дизайн чуть-чуть скорректировался. И, собственно, размер стал гораздо меньше. Ну и плюс вот такие вот теперь тоже вариации с треугольничками. Напишите обязательно в комментариях, какая из этих версий вам нравится больше и почему. Будет интересно. Ну что же, не забывайте про мою скидку по промокоду 5%. И давайте уже подводить итоги. Как мне кажется, интересная всегда вот, во-первых, история морприбор. Во-вторых, комплектация. В-третьих, выбор огроменный, как всегда. Характеристики здесь на высоте, часы сделаны приятно. Если вам нравится бронза, вот такая морская стилистика и задел какой-либо из цветов, оттенков циферблата, то, собственно, почему бы и не обратить внимание, тем более, что сейчас для этих часов наступает такое, я бы сказал, золотое время, потому что осень, уже так попрохладней, и бронза, она начинает греть душу. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.